то мы должны заключить, что государство в глубинной своей сущности является антикапиталистом. Так же, как право обнуления для правительства штата логичным образом предполагает право отделения, так и право обнуления у индивида предполагало бы право любого индивида выйти из состава государства, где он живет. Мюррей Ротбард. Анатомия государства. Как государство преодолевает ограничения. Как мудро заметил Бертран де Жувенель, за прошедшие столетия люди выработали концепции для проверки и ограничения власти государства. В свою очередь, государство с помощью своих союзников-интеллектуалов сумело преобразовать эти концепции в одну за другой в интеллектуальные штампы легитимности и добродетели для применения в своих указах и действиях. Изначально в Западной Европе концепция божественной власти предполагала, что короли могут править лишь в соответствии с божественным законом. Короли вывернули эту концепцию наизнанку, превратив штамп божественного оправдания всех королевских действий. Концепция парламентской демократии начиналась как народный контроль за монархическим правлением, а закончилась она парламентом, ставшим жизненно важной частью государства и во всех отношениях полностью новым правительством. Как заключил де Жувенель, многие, кто писал по поводу теории власти, сумели создать какой-нибудь ограничивающий механизм. Но в конце концов, каждая такая теория рано или поздно теряла свое первоначальное назначение и начинала действовать как трамплин к власти, получая могущественную поддержку какого-нибудь невидимого правителя, который со временем успешно себя с нею идентифицировал. То же самое с более узкоспециализированными доктринами естественного права индивида, закрепленными Джоном Локом и Биллем о правах, превратились в государственническое право на работу. Прагматизм перевернул аргументы в защиту свободы в аргументы против сопротивления покушениям государства на свободу и так далее. Разумеется, самой амбициозной попыткой наложить ограничения на государство стал Билл о правах, 10 поправок, а также другие ограничивающие части американской конституции, в которых записанные ограничения на правительство стали фундаментальным законом, предназначенным для интерпретации судебной властью, предполагающейся независимой от других ветвей власти. Все американцы знают, как создание ограничений Конституцией неумолимо росло в течение последнего столетия. Но немногие были так же догадливы, как профессор Чарльз Блэк, увидевший, что государство в процессе этих изменений во многом трансформировало роль юридического анализа из ограничивающего механизма в просто еще один инструмент обеспечения идеологической легитимности действий правительства. Поскольку юридическое признание неконституционности является могущественным препятствием власти правительства, то явный или подразумеваемый вердикт конституционности стал могучим оружием воспитания общественного принятия все растущей власти правительства. Профессор Блэк начинает свой анализ с указания критической необходимости легитимности для выживания любого правительства. Это узаконивание обозначает базовое принятие большинством правительства и его действий. Признание легитимности стало особой проблемой в таком государстве, как Соединенные Штаты, где независимые ограничения встроены в теорию, на которой основывается правительство. Все, что нужно, как добавляет Блэк, это способ, которым правительство может убедить общественность в том, что его растущая власть в действительности конституционна. А это, как он заключает, и стало основой исторической функции юридического анализа. Давайте позволим Блэку проиллюстрировать это. Наивысший риск для правительства – это недовольство и возмущение, широко распространившееся среди населения, а также потеря морального авторитета правительством как таковым, вне зависимости от того, как долго он сможет поддерживаться силой инерции или отсутствием привлекательной и немедленно доступной альтернативы. Практически все, кто живет под ограниченной властью правительства, рано или поздно подвергаются какому-нибудь правительственному действию, которое в зависимости от частного мнения человек воспринимает как превышение полномочий или великодушно простит правителя. Мужчину призывают в армию, хотя в Конституции ничего не написано насчет призыва. Фермеру говорят, сколько пшеницы ему выращивать, а он считает, и как он обнаруживает, некоторые уважаемые юристы тоже так считают, что у правительства не больше прав говорить ему, сколько выращивать пшеницы, чем прав говорить его дочери, за кого ей выходить замуж.
Человека отправляют в федеральные исправительные учреждения за то, что он сказал, чего хочет, и он меряет свою камеру шагами, читая вслух наизусть. Конгресс не будет принимать законов, ограничивающих свободу слова. Бизнесмену говорят, о чем ему можно задавать вопрос, а о чем нужно, чтобы получать остатки средств. Есть достаточно реальная опасность, что каждый из этих людей, а кто не из их числа, сравнит концепцию ограничения правительства с реальностью, какую видит, вопиющего нарушения действующих ограничений, и придет к очевидному выводу относительно соответствия его правительства критерию легитимности. Эта опасность предотвращается с помощью продвигаемой государством доктрины, согласно которой есть лишь одно учреждение, которое должно иметь право решающего голоса в вопросах конституционности. А это учреждение в конечном счете должно быть частью федерального правительства. Хотя кажущаяся независимость федеральной судебной власти и сыграла ключевую роль в восприятии ее действий как добродетельного и святого судебного решения в глазах народных масс, также всегда верно и то, что судебная власть – это часть, притом небольшая, аппарата правительства, назначаемая исполнительной и законодательной властями. Блэк признает, что это означает, что государство назначило само себя судьей в своем деле, нарушив этим базовый юридический принцип, направленный на справедливость решений. Он – легализация, а не решение законной силы. Что нужно правительству ограниченных возможностей в начале и всегда? Так это способ успокоения граждан касательно того, что им были приняты все меры в пределах человеческих возможностей, чтобы оставаться в границах своих полномочий. Это условие его легитимности, а легитимность в дальнейшей перспективе является условием его выживания. Суд же в течение своей истории действовал с целью легитимизации правительства, бесцеремонно отвергает возможность какой-либо альтернативы. Блэк добавляет, задача таким образом состоит в том, чтобы разработать такой способ выработки правительственных решений, который, как предполагается, уменьшит до терпимого минимума интенсивность сопротивления тому факту, что правительство является судьей в своем собственном деле. Решив эту задачу, вы можете лишь надеяться, что это сопротивление, пусть теоретически все равно сильное, на практике потеряет достаточно сил, чтобы легитимизация работы принимающего решения института выиграла одобрение. В конечном счете Блэк решает, что установление справедливости и легитимности с помощью постоянного суждения государством самого себя является неким чудом. Применяя этот тезис к знаменитому конфликту между высшим судом и правительством нового курса Рузвельта, профессор Блэк тонко попрекает своих коллег, являющихся сторонниками Рузвельта, за их близорукость в осуждении юридического препятствия. Стандартная версия истории, в которой были задействованы высший суд и правительство нового курса, хоть и по-своему точно, неверно расставляет акценты. Она концентрируется на трудностях, она почти забывает о том, чем все это закончилось. Конечным итогом этого дела было то, что где-то через 24 месяца задержек Высший суд без единого изменения в законах своего сочинения или даже в своем действующем составе поставил одобрительный штамп легитимности на новый курс и всю новую концепцию правительства Америки. Таким способом Высший суд сумел поставить точку и подавить многочисленных американцев, имевших сильные и основанные на Конституции претензии к новому курсу. Конечно, не все были удовлетворены. Бонни принц Чарли со своим основанным на Конституции невмешательством государства в экономику по-прежнему волнует сердца немногих последователей в горах холерической оторванности от реальности. Но больше нет существенных или опасных общественных сомнений в конституционной власти Конгресса поступать так, как он это делает с национальной экономикой. У нас не было других способов, кроме Высшего суда, обеспечить легитимность нового курса. Как признает Блэк, был один крупный теоретик политики, кто распознал во многом загодя зияющую дыру уязвимости в конституционных ограничениях на правительство, возникающие из-за возложения абсолютной власти интерпретации на Высший суд. Это был Джон Колхаун. Он не довольствовался чудом и провел глубокий анализ конституционных проблем. В своем исследовании Колхаун продемонстрировал внутреннюю тенденцию государства прорываться сквозь ограничения такой конституции.
Записанная Конституция имеет, разумеется, множество важных преимуществ, но будет огромной ошибкой предполагать, что лишь одного включения положений, предписывающих ограничивать и сдерживать власть правительства, без наделения тех, для защиты кого эти положения предназначены, способы принудить их к выполнению, будет достаточно для предотвращения злоупотребления полномочиями сильной и доминирующей партии. Партия, контролирующая правительство, сможет с помощью той же народной конституции, делающей правительство необходимым для защиты общества, извлечь выгоду из власти, дарованной ей Конституцией, и будет противостоять ограничениям, предназначенным для ее сдерживания. Меньшая или более слабая партия, напротив, пойдет в противоположном направлении и будет рассматривать их как необходимые для ее защиты против доминирующей партии. Но пока нет способов, которыми они смогут принудить главенствующую партию подчиняться этим ограничениям. Единственным утешением для них будет буквальное толкование Конституции, на что главенствующая партия ответит более вольным толкованием. Толкование за толкованием, одно для сужения, другое для расширения власти правительства до максимальных пределов. Но каковы шансы буквального толкования слабой партии против вольного толкования сильной партии, если у сильной партии есть вся сила правительства для претворения своего толкования в действие, а у слабой партии нет способов навязать свое толкование? Результат такого неравного соперничества не вызывает сомнений. Главенствующая партия в интересах ограничений будет наделена повышенными полномочиями. В конце соперничества появится новая версия Конституции. Ограничения в конце концов будут сведены на нет, а правительство получит неограниченную власть. Один из немногих политологов, кто оценил результаты анализа Конституции Колхауном, был профессор Аллен Смит. Смит заметил, что Конституция была спроектирована с включением возможностей контроля и регулирования, ограничивающих власть любого правительства, а после чего был создан Высший суд с монополией на абсолютную власть интерпретации. Если федеральное правительство было создано для контроля за попытками вмешательства в права личности со стороны отдельных штатов, то кто должен контролировать федеральную власть? Смит отстаивал мнение, что идея контроля и регулирования, реализованная в Конституции, внутренне предполагала сопутствующее воззрение, что ни одной из ветвей власти не будет передана абсолютная власть интерпретации. Народ предполагал, что новому правительству не будет разрешено определять границы собственных полномочий, поскольку в этом случае именно оно, а не Конституция, будет главенствовать. Решением, предложенным Колхауном и развитым в этом столетии такими авторами, как Смит, была, конечно, знаменитая доктрина дружного большинства. Если некое влиятельное провинциальное меньшинство, к примеру, правительство штата, считает, что федеральное правительство превышает свои полномочия и покушается на права этого меньшинства, то данное меньшинство имеет право наложить вето на применение этой власти, квалифицировав его как неконституционное. В применении к правительствам штатов эта теория вводила право обнуления федерального закона или регулирования в пределах юрисдикции штата. Теоретически результирующая конституционная система должна была бы обеспечить, что федеральное правительство следит за тем, чтобы правительства отдельных штатов не нарушали права индивидов, а в то же время правительства штатов будут следить, не чрезмерна ли федеральная власть над индивидами. И тем не менее, хотя такие ограничения без сомнений были бы эффективнее, чем существующие сейчас, с решением Колхауна связано много сложностей и проблем. Если и в самом деле группа подчиненных должна иметь право вето в касающихся ее вопросах, то зачем останавливаться на правительствах штатов? Почему бы не ввести право вето в округах, городах, городских районах? Далее, групповые интересы могут быть не только связаны с административной вертикалью, но и по профессиям, социальным группам и так далее. Как насчет булочников, таксистов или представителей других профессий? Разве не следует им предоставить право вето касательно их жизни? Это приводит нас к важному заключению, что теория обнуления ограничивает свой контроль только подразделениями самого правительства. Давайте не будем забывать, что федеральное правительство и правительство штатов вместе со всеми сопутствующими ветвями – это все еще государство, движимое государственными интересами, а не интересами отдельных граждан. Что помешает применить системы Колхауна наоборот, когда правительства штатов осуществляли бы тиранию над своими гражданами и с помощью вето мешали бы федеральному правительству в его попытках остановить такую тиранию? Или как насчет молчаливого согласия правительств штатов с федеральной тиранией? Что помешает федеральному правительству и правительствам штатов заключать взаимовыгодные союзы для совместной эксплуатации граждан?
И даже если бы частные группировки по профессиям получили бы некую форму функционального представления в правительстве, что помешает им использовать государство для получения субсидий и прочих особых привилегий для себя? Или что запретит им ввести принудительные картели для представителей своих профессий? Коротко говоря, Колхаун не развил свою новаторскую теорию достаточно последовательно. Он не продумал ее вплоть до собственного индивида, если в конечном счете именно индивид является тем, чьи права должны быть защищены. То последовательная и согласованная теория дала бы право вето каждому индивиду. Это некий принцип единства. Когда Колхаун писал, что правительство не может начать или продолжать функционировать без дружного согласия всех, он, возможно, неосознанно пришел именно к тому же выводу. Но такие рассуждения уводят нас далеко от нашей темы, поскольку далее на этом пути лежат политические системы, которые вряд ли вообще можно назвать государством. Просто для примера, так же как право обнуления для правительства штата логичным образом предполагает право отделения, так и право обнуления у индивида предполагало бы право любого индивида выйти из состава государства, где он живет. Итак, государство, как и всегда, показало поразительный талант к распространению своей власти сверх всяческих пределов, какие только могли бы на него быть наложены. Поскольку государство необходимым образом живет за счет принудительной конфискации частного капитала, а стало быть, расширение его полномочий необходимым образом предполагает все большее нашествие на индивидов и частные предприятия, то мы должны заключить, что государство в глубинной своей сущности является антикапиталистом. В некотором смысле наша позиция является противоположностью марксистского афоризма о том, что государство — это исполнительный комитет правящего сегодня класса. В нашем случае, предположительно капиталистов, напротив, государство, организация политических методов состоит из и является источником этого правящего класса, скорее правящей касты, находясь в постоянной оппозиции истинно частному капиталу. Таким образом, мы можем сказать вслед за Жувенелем: лишь те, кто не знает ничего, ни о каких временах, кроме своего, те, кто абсолютно невежественен относительно манеры поведения власти на протяжении тысячелетий, лишь они будут считать эти действия результатом некого конкретного набора доктрин. На самом деле это обычные проявления власти, совсем не изменившие свою суть со времен конфискации монастырской собственности Генрихом VIII. Все тот же принцип в действии. Нехватка авторитета, жажда ресурсов — во всех этих действиях присутствуют все те же признаки, включая быстрый карьерный взлет тех, кто делит трофеи. Неважно, социалистическая или нет, власть всегда должна быть в состоянии войны с капиталистическими лидерами и грабить у капиталистов их накопленные богатства. Поступая так, она подчиняется законам своей природы.